Египет поражает своими загадками, и сегодня мы посетим Каир, столицу Египта. Посмотрим на пирамиды, увидим настоящие мумии и узнаем, можно ли увидеть крокодила на Ниле. Также, как здесь строят квартиры и что случится с пирамидами и Египтом уже к 2030 году. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Поехали! Началось все с вылета. Мы летели аэрофлотом из Москвы напрямую. Ну, как сказать напрямую? Возьмем карту. Вот как мы бы полетели ранее. А вот так мы полетели теперь. Сначала летим в сторону Каспийского моря, у него разворачиваемся и летим через территорию Грузии в Турцию. Далее через Средиземное море и оказываемся в Африке. Еще полчаса и мы в Каире. Перелет на одного аэрофлотом будет стоить примерно 20 тысяч в одну сторону, туда-обратно 40 тысяч. Кстати, есть один лайфхак, как попасть в бизнес-класс самолета. О нем я не буду говорить вслух, а просто напишу в описании под видео. Поэтому обязательно посмотрите. Тут мы видим реку Нил, видим пустыню и, конечно же, муравейники, которые уже плотно ассоциируются с Каиром. С нами произошел интересный случай, когда мы прилетели. Мы стояли в очереди за визой, и рядом женщина, она из Москвы, летела с нами на самолете. И пытается куда-то подойти, что-то спросить, не зная ни языка, не имея при себе ни долларов, ни фунтов. Хорошо, что попались мы и помогли ей. К слову, друзья, чтобы у вас такого не было, мы сделали крутой материал, в котором собрали для вас самую важную и полезную инфу. Какую визу и как нужно оформить, сколько и что стоит, что можно и нужно попробовать в Египте и многое-многое другое. Поэтому, чтобы не попасть в просак, переходите в описание и забирайте. А мы едем дальше. Лена до поездки не была за границей, и мне не терпелось взять у нее обратную связь. Какое у тебя первое впечатление? Ты едешь и такая вся зажалась, и что? Да я не зажалась, я просто архитектура. Так. Я не знаю, что тебе сейчас сказать. Там жарко, здесь прохладно, мне хорошо. Мы встретили нашего водителя и поехали в отель. Нам очень хотелось увидеть этот муравейник и разобраться, что же там происходит с пирамидами и какие планы у Египта к 2030 году. Итак, мы прилетели в Каир с большой задачей – посмотреть, что там есть сейчас, и посмотреть, как он изменится в ближайшее время. Удивительный факт, но египетские пирамиды находятся не в Каире, как можно подумать изначально, а в Гизе, в пригороде Каир. Наш путь также идет туда. Наш отель находится прямо рядом с пирамидами. Для этого мы пересекаем весь город. И это большой плюс, так как мы видим все районы по дороге. Мы сейчас едем по району Гелиополис, точнее его уже почти проехали. Из аэропорта, когда выезжаешь, тут соседствуют и большие-большие трущобы, но в основном более-менее чистые и красивые. Мы не стали брать себе машину, а договорились с водителем и арендовали все в комплексе, так как я уже знаю, что это самый удобный способ в Каире. И, кстати, это не так дорого, если сравнивать с Россией. Архитектура Каира производит неизгладимое впечатление: то красивый парк и роскошное здание, то дома с кривыми окнами и без облицовки. О хранении продуктов особо сильно здесь не заморачиваются, как, например, в этой лавке на обочине. Кстати, в Египте можно часто увидеть недостроенные здания, в которых уже живут, или дома, в которых разные окна. Почему они это делают, я рассказываю подробно в отдельном видео. Ладно, приехали, хотя и постояли в пробках. После этого решили поужинать и искали на карте ближайшие места. Зашли в первое попавшееся место и попали в сирийский ресторан. Мы зашли покушать, нашли место, которое готовит здесь шаурму и шашлыки, и кебаб. Вот нам нужны все тарелочки. И мы удивительно попали в место, которое прямо сегодня открылось. Как называется? Не знаю даже, как называется. Как-то. Какое-то название здесь есть. Вот я сейчас попробую вот эту штуку показать. Не знаю, тут показано. Блин, не вижу. Вот, и в итоге сейчас будем пробовать. В самом ресторане есть такой импровизированный трон. Конечно, на нем надо посидеть.
Лена очень попросила хлеб с собой, ей очень понравился, тепленький, вкусный. И ей принесли с собой. Мы сказали, давайте возьмем мы take away. И Лене принесли, ну мы дали там два хлеба, в итоге ей принесли, упаковали это в пакет. И вот что здесь вышло? Так, не видно ничего. И тут целый в итоге пакет еще. То есть тут вот он такого размера. И вот Лена. Вот пакет, вот Лена. Возвращаясь домой, мы остановились выпить тростникового сока. Вот что из этого вышло. Что-то как будто разведенное молоко с водой и сахаром. И завтра мы посетим пирамиды и Каирский музей. Утро следующего дня у нас началось с йоги. Номер к этому не располагал, но выкрутиться можно, ведь есть же полотенце. Сам отель неказистый и выделяется только двумя вещами. Первое – это классная терраса с видом на пирамиды. И лифтом. Заходим. Просто заходим. Это моя комната. Это моя комната, да? Она, смотрите, как она умеет. Она умеет, когда я нажимаю вот сюда. Мы просто поехали. Вот. Отель стоил недорого. $80 на 3 ночи на двоих. К слову, пройдемся по цифрам. Сколько стоит вся поездка на 3 дня для двоих? Как я уже сказал, отель $80. Перелет туда-обратно $800. Виза $50. Аренда авто с водителем примерно $80. Питание $100. Посещение музея пирамид $25. Итого вся поездка $1135. Много это или мало, судить каждому. Цель нашей поездки, кроме как туристическая, была найти ответы на свои вопросы, но если вы хотите получить пару лайфхаков, то заходите в описание и забирайте гайд. Также я хотел посмотреть недвижимость, которая строится в Каире и новой столице, но об этом чуть дальше, поэтому не отключайтесь. Перед тем, как ехать на пирамиды, мы решили дополнительно перекусить. Вот что из этого вышло. Нашли чисто вот это вот заведение, а Макдональдса здесь нет. Но когда мы сделали заказ, присели за свои столики в антимаши ручкой, мы вот что увидели. Опачки. А вот это что, блин? Не все так плохо. Я нашел пару красивых видов на переулке города, которые очень сильно смахивают на текстуры известной игры. И съели вкусное мороженое по типу сорбета из манго. Интересно, как бы фараон отнесся к такому мороженому? Ну, да ладно, поехали дальше к пирамидам. Пирамиды находятся на расстоянии в 20 минут, если идти пешком от нашего отеля. Но по такой жаре мы не рискнули и поехали на авто. По дороге мы были уже в предвкушении, сколько там всего было интересного. Итак, друзья, мы сейчас идем покупать билеты для входа в пирамиды. Ну, не для входа внутрь, мы входить не будем, потому что там особо делать нечего, все обшарпано и так далее. Вот там пирамида, вот здесь продаются билетики. Пирамиды Гизы – это целый комплекс построек, который включает и храмы Сфинкса, и, конечно же, сами по себе пирамиды. Вход на территорию комплекса по билетам. Стоимость отличается в зависимости от того, будете ли вы заходить внутрь какой пирамиды или нет. Также, являетесь ли вы студентом или нет. И вот, ребят, мы зашли на территорию. Тут сразу начинается... here? Окей, мы заходим на территорию пирамид. Нас уже обрабатывают гиды и всевозможные ребята. Предлагают кататься на каретах, покупать пирамидки, смотреть что-то вокруг. Тут вот сзади уже пирамида, на них ползать или трогать нельзя. Вот нам предлагают сфотографировать. Тут лежат всякие различные какашки, но мы идем на территорию сейчас самой пирамиды, чтобы рядом посмотреть. В основном туристов привозят сюда, загоняют покупать билеты и потом продают там что-то внутрь, заранее продавая тур. И стоит этот тур там где-то $30, $40, $50, в зависимости от этого. И здесь, по факту, вход стоит 360 египетских фунтов, то есть это примерно $12. $12 по курсу. Вот у нас тут человек. Нет, спасибо большое. Вот человек тоже рассказывает. И мы только вот прогулялись, только зашли на территорию. И нас человечек сразу же уже обрабатывает на тему того,
что мы хотим там сфотографироваться и так далее. Говорит, что что-то там бесплатно. И как это обычно бывает, он государственный человечек. Я типа буду это делать бесплатно. И в итоге потом говорит: дай мне small money за эту фотографию. Причем на самой фотографии, я ее могу сюда же приложить, Лена получилась в формате, что там просто кепка человека сверху отображена. И в итоге мы пошли дальше. То есть нам очень сильно задвигались кареты, лошади вот здесь, которые у нас находятся. Вообще очень жарко. Мы сюда пришли, конечно же, в июле. Самое приятное время, но зато не очень много людей. И вот, как я уже говорил, находясь вот здесь вот рядом с пирамидами, мы можем это видеть, да? Гиза, где находятся пирамиды, это вот здесь вот сзади меня, на данный момент времени. Это район, который густо перенаселен. И в итоге возник большой риск. Ну почему вот строится новая столица Египта? Возник очень большой риск того, что территорию рядом с египетскими пирамидами начнут застраивать. Видите, дальше идет пустыня. И тут уже рядом, если с пирамидой, потом, когда раз на въезде и на выезде мы там показывали на видео, я показывал на видео, там как раз строят уже отели, строят торговые центры. И велик риск, то, что вокруг пирамид построят различные другие здания, повредят какие-то еще реликвии, артефакты и так далее. А так, сейчас на этой границе начинается пустыня. А вообще, что мне, например, нравится в Египте, и это немного похоже на Россию, это то, что можно ходить меж вот этих исторических памятников без гида. Можно просто бродить вокруг, наслаждаться видами. Да, ходить по развалинам самостоятельно – это прекрасно, но и есть свои опасности. Например, мы ходили по развалинам кладбища и нашли несколько таких дыр, которые ничем не закрыты. Наше внимание отвлекло лишь потому, что туда резко заскочил голубь, и он исчез. Вот Лена пытается его найти. Что там внизу и куда он вылетел, непонятно. Что еще скрывает плато Гиза? Смотрим далее. Наконец, мы спускаемся к сфинксу. Указателей, конечно же, не было, и нам пришлось спрашивать путь у полицейского и туристов. По дороге к нему много туристов и повозок. Интересный факт, что сфинкс был откопан относительно недавно. Об этом я сейчас и рассказываю на видео. Интересная штука, если посмотреть вот там спереди, у сфинкса стоит плита, которая была поставлена одним из фараонов. И он обозначил, что когда он подходил сюда, потому что его откапывали достаточно долго и разными этапами этого сфинкса. Первый этап как раз был тогда, когда правил один из фараонов, и ему завещал как раз бог Ра, когда он здесь переночевал на этой территории, что нужно откопать его, и тогда его власть укрепится. И в итоге он поставил таблицу, на которой обозначил, что это произошло и как это было сказано. Какие у тебя впечатления вообще сейчас, все-таки от посещения? Мы сегодня еще пойдем в музей, Ага, ладно. но все-таки. Я типа спокойная, да? Я в восторге. Мы еще немножко покривлялись, поснимали и поехали в Каирский музей смотреть на мумии. Каирский музей находится с другой стороны реки Нил, и поэтому наш путь лежал через весь район Эль-Гиза в сторону Каира. По дороге в этом старом районе мы можем видеть множество недостроенных зданий и мелких лавок вдоль дороги. Особенность Египта, которую вы уже могли заметить, это полное отсутствие тротуаров. Конечно, гуляние под палящим солнцем также дало о себе знать. Вот так я выгляжу после прогулки возле пирамид. Когда такое было? Разве что после сауны какой-нибудь. В итоге, пока ехали, восстановились. А вот и Нил. Сама река выглядит красиво, хотя есть и мелкие вопросы, когда гуляешь по городу, как, например, здесь. По дороге мы остановились снова попить натурального сока, и вот она неподдельная реакция Лины. Боже мой, я ничего вкуснее в жизни не пробовала. Относительно соков, конечно. Итак, друзья, мы находимся как раз
прямо рядом с музеем Каирским, где хранятся основные реликвии и артефакты, связанные с мумиями, с пирамидами и вообще с историей Египта. Множество раз его реставрировали. В момент 2011 года, когда здесь была революция, вообще вставало живое кольцо, чтобы охранять эти ценности, но все равно 18 артефактов было украдено. Итак, друзья, мы зашли в Каирский музей различных древностей и, собственно, всего, что связано с мумиями, с пирамидами и так далее. Я сейчас нахожусь в зале, как раз где лежат саркофаги. Вообще интересная история всего этого музея, потому что его сделали только в 19 веке, по-моему, первый раз. И потом уже начали как-то облагораживать после каких-то пожаров или чего-либо еще. Египетский национальный музей – это крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, расположенное в Каире на площади Тахрир. Это там, где была революция. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта. Как вы считаете, чего не хватает у этого дяденьки? Посмотрите поближе, повнимательнее. Я отвечу вам на этот вопрос. Сколько процентов не хватает? Второй этаж музея – это чисто мумии. Их саркофаги. Музей собрал и правда огромную коллекцию. Тут находится невероятное просто количество мумий. И выглядят они как живые. Это греческий зал, видимо, эллинистический период. Тут различные другие артефакты. И интересно, что, по идее, можно трогать руками. То есть вот эти статуи не ограждены никаким образом. И то есть нету никаких людей, которые там что-то запрещают. А можно взять и потрогать, например, вот эту девушку. Я не буду это делать. Или вот эту. И это удивляет. А вот это сам Зевс, бог грома, молний. В музее, кроме мумий, есть и предметы искусства, быта разных периодов. И все так же поражает меня возможность именно потрогать экспонаты. Здесь можно разглядеть и пощупать иероглифы. И уже после Каирского музея мы направились на место встречи с нашим водителем. Очень много вопросов про то, возможно ли здесь как-то переходить дорогу, есть ли здесь пешеходные переходы и вообще как. Мы идем сейчас по центральной улице, на которой ездит до хрена машин. Сейчас в моменте пока что вот свободно можно перейти. И где нету ни одного пешеходного перехода. А нам идти надо. И мы даже вот сюда за забор зайти не можем, хотя там есть пешеходная зона. Но так вроде чистенько, более-менее. Сейчас будем переходить дорогу. Шли. Вон нас сейчас задавит автобус. Ну, более-менее нормально переходим. Никто не жалуется, никто не матерится. Мы берем и переходим. Вот мы идем вдоль дороги. Тут вот есть монумент. Тут вот как раз Каирский музей, из которого мы только что вышли. Сейчас будем переходить дорогу вот где-то здесь, прямо перед этим памятником. Ну вот, мы перешли, и тут же картинка, как и на берегу Нила в одном из районов. И правда, почему бы не отдохнуть в теньке на скамейке? Каир – интересный город со своими проблемами и контрастами. Посетив его, становится ясно, что нужно как-то менять тот уклад, который есть. А иначе вместо пирамид построят торговые центры, а на дорогах будет еще больше пробок. Для этого сейчас реализуется масштабный проект «Египет 2030». Что из этого выйдет и получается на данный момент времени, мы узнаем дальше. Следующий день был насыщенным, ведь мы сегодня посетим новую столицу Египта, поэтому начало дня – это тренировка. Мы поехали на другую сторону Нила, так как новая столица находится в 50 километрах на восток от Каира. Подробнее о новой столице рассказываю в отдельном видео вот тут на канале. Итак, наша задача – посмотреть новую столицу Египта. Названия у нее еще, кстати, нет.
Но по дороге мы заедем еще в район под названием Новый Каир для встречи с застройщиком. Мы возьмем у представителя компании интервью и поедем смотреть объект. Встреча с застройщиком была очень информативной, так что обязательно посмотрите вот это видео. Ссылку также приложу. Мы сейчас приехали на встречу, чтобы взять интервью у представителя застройщика. И тут заехали в Новый Каир. То есть, есть кроме новой столицы Египта, есть Новый Каир. Тут прям видится, как будто бы мы, не знаю, в Голливуде, что ли, или что-то в этом роде. Ходим по красивым хоромам, красивым зданиям, красивым районам. Тут все чистенько, приятненько. Тут вот и Маар. Есть, собственно, такая застройщик эмиратский, офис представительства. И многие другие еще компании. Мы немного прошлись по Нью-Каиро и поехали далее в новую столицу. По дороге в New Capital то тут, то там висят огромные баннеры с рекламой недвижимости в новостроящихся городах. В Египте их много. По ним видно, что морские курорты Александрийского края здесь очень популярны. Не сказать, что Египет совсем уж бедная страна. Египет — это крупнейшее арабское государство и вторая экономика Африки. Здесь есть бедность, есть нищета, но сказать, что Египет — это банановая республика, без цивилизации нельзя. И, вероятно, построив новую столицу, руководство страны планирует это доказать. Итак, друзья, смотрите, мы сейчас находимся прямо у въезда в новую столицу Египта. Оно вот как раз украшено такими воротами. Здесь не проходит монорельс, он проходит вдоль, вот там вот с той стороны как раз вот в дороге. А на выезде там монорельс идет прямо под воротами. Вот мы как раз у ворот в новую столицу Египта. Мы, конечно, просто вышли из машины, чтобы поснимать для красоты. Обычно здесь пешком не заходят. Поэтому показали и, наверное, хватит. Территорию New Capital пересекает монорельсовая дорога, которая будет запущена в октябре уже 2023 года и будет наземной веткой метро, которая соединяет Старый, Новый Каир и New Capital. В каждом районе есть мечеть и христианский храм. Мимо одного из них мы сейчас как раз и проезжаем. Наша первая остановка в New Capital — это строительная площадка проекта Tycon Tower от застройщика, у которого мы брали интервью только что. Я нахожусь рядом как раз с Tycon Tower. Здесь еще этап определенного котлована. Вокруг один песок, и все разрыто. Входить туда сегодня нам нельзя, потому что там закрытый этот проход, поэтому мы здесь заехали рядом, чтобы посмотреть. На стройке еще самой по себе не идет, отрыт котлована, собственно, стоит пара экскаваторов. Но тут рядом, если посмотреть, строятся как раз дополнительные здания. Вдоль вот этого всего дороги, которые мы рядом приехали, будут находиться 20 с лишним отелей. Они будут опоясывать вот этот определенный такой, давайте назовем, полуостров в формате даунтаун. Там дальше также есть другие проекты, группы Golden Town, например, и других компаний. То есть они где-то на котловане, где-то первый этаж, где-то есть фундамент. Вдали мы видим мечеть, которая является самой крупной в Африке, и также монорельсовую дорогу со станциями. То есть чуть дальше, вот, например, там, если посмотреть, есть станция метро, на которой можно будет выходить и дойти до этого отеля. Я тут покажу, мы пока тут ждем, нас не пускают немножко на стройку, ждем, пока там застройщик даст ответ. А то мы внезапно такие приехали, вроде и договорились, но все-таки есть. Мы сейчас стоим на строительстве еще одного отеля от застройщика New Development. А так интересно посмотреть на то, что дорога пустая, в отличие от того же Каира, где куча транспорта, который вокруг просто невозможно. Пердит, гудит, бегают люди, непонятно куда что идти. И пока из-за того, что здесь нет такого большого заселения людей, здесь достаточно спокойно. Вот можно выйти на улицу, ни одной машины не встретить, потому что идет постоянно только стройка. Сегодня, кстати, мы приехали сюда в пятницу, как раз у них сегодня полувыходной день, и они меньше работают. Вот так начинают строить небоскребы. У этого комплекса раскуплены уже все помещения, и он будет первым небоскребом, построенным в районе даунтаун. Название его 31 North Tower, или 31 North Tower. Кстати, если вы хотите посетить новую столицу и посмотреть объекты,
то записывайтесь по ссылке в описании. Следующей нашей остановкой стал жилой комплекс для жителей новой столицы, который мы осмотрели вдоль и поперек. Друзья, вот мы приехали как раз посмотреть квартиры, которые готовы. Ну, тут огромный район, прямо в пригороде вот от мечети, от храма христианского. Здесь мы видим вот уже на там, процентов 50-60 готовые квартиры, то есть они еще без отделки. Но мы сейчас посмотрим здесь внутри, потому что сказали, что можно посмотреть здесь. Конкретно готовых именно в этом комплексе нету. Тут рядом будет огромный торговый центр, вот там вот сзади, и клабхаус. Пока непонятно, что за клабхаус, видимо, какое-то место для посещения. Тут мы видим подземная парковка, то есть въезд в подземную парковку. То есть это, видимо, предусмотрено, и это огромный плюс по сравнению с обычным Каиром. Это мне очень нравится. И это охраняемая зона. Самое интересное, что мы все-таки сюда зашли через пост охраны. Сейчас пойдем поснимаем то, что внутри, и увидим, что будет. Нам также никто не говорил ни про какие каски, нам не дали никакого оборудования, поэтому мы просто заходим в этот дом. И здесь мы видим полнейшая темнота. Все-таки здесь ничего нету. Вот мы видим, заходим сюда. Что у нас тут? Какая-то кладовка. Там есть окно в этой кладовке. Видимо, в подъезд или что-то в этом роде. Что тут еще у нас? Тут еще, видимо, это туалет. Да, это, скорее всего, ванная комната и туалет там с той стороны. Кстати, есть такая особенность у египетской недвижимости, что у них коммуникации все, точнее, вот именно водоснабжение, водоотведение, оно идет по улице. Не буду вас мучить обходом всех комнат и помещений. Если хотите посмотреть видеообзор полностью или узнать об объектах, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и получайте самую свежую информацию о недвижимости в Египте. А дальше мы пойдем смотреть крупнейшую мечеть в Египте, бизнес-дистрикт по типу Москва-Сити или а-ля Дубай, а также прогуляемся по основной площади, так что не отключайтесь, едем далее. И вот я нахожусь как раз рядом с окончанием зоны, где находится правительственный квартал, банковский квартал, опоясывает вот эту как раз историю, такой большой-большой объект с колоннами, такой греческо-египетский стиль. Я не специалист, конечно, в архитектуре, но все-таки, мне кажется, это что-то ближе к этому. И мы можем увидеть, насколько монументально это выглядит, насколько крупно, глобально, и видим здесь кусочек как раз Грин-Ривера, зеленой реки, которая омывает, давайте так и назовем, новую столицу Египта. И хочется сказать, что очень интересно и классно это смотреть в данный момент времени, когда еще пока что почти никого нету, когда уже такой массив работ проведен, и хочется посмотреть на это, когда уже все это будет работать, и здесь будет огромное количество людей. Я думаю, что это произойдет уже достаточно скоро. То есть вот то, что говорят застройщики, в основном они будут сдавать основные вот эти территории, там даунтауна оставшиеся и какие-то там объекты. 25, 26, 27 год. Самое интересное, вот мы говорим о цифровизации, о том, что здесь такой вот огромный город и цивилизация, и мы наконец-то идем по пешеходному переходу. Здесь, правда, еще знака нет, но сама дорожка уже есть. Нас даже остановили, что здесь вот как раз за этим смотрят. Вот именно в этом месте, но, конечно, это скорее стёб, чем, наверное, что-то такое серьезное. Поэтому, вот здесь вот Министерство иностранных дел, здесь Министерство экономического планирования и развития. Все министерства уже сюда как раз перенесены, большинство перенесено, то есть какие-то там еще что-то, какие-то работы доходят, но в основном это все уже есть. И тут уже это видно. Также мы видели много объектов, как раз банки, Банковская улица, давайте так назовем, она уже заполнена тоже банками, там множество еще достраивается, в следующем году будет все. Как нам сказали, уже офисов или каких-то помещений там почти нету, то есть там единицы остались, какие-то территории, где можно, например, арендовать или, точнее, где купить. Арендовать-то есть, а купить и использовать этот объект как для инвестиций достаточно сложно. Сейчас мы поднимаемся на определенную такую площадь, где большой флагшток находится. Я его снимал там в отдельных первых видео, когда сюда ездил. Сейчас на флагштоке нету флага, не знаю почему, честно говоря. И мы идем ближе к центральной части. Подойдем к этим скульптурам, посмотрим. Самое интересное, что мы, наверное, одни из первых, особенно русскоговорящих, которые, наверное, здесь присутствуют и смотрят что-то здесь. Нас тоже глядят как бы очень интересно.
но из-за того, что людей достаточно мало, нам комфортно. Мы видим, что в принципе, вот эта зона, она же уже готова. То есть она ждет того момента, когда по ней будут ходить люди, наслаждаться видами, отдыхать. Видите, какие интересные деревья тут тоже растут. За ними ухаживают, получается, за ними каждый какой-то период постригает садовник. Да, мы видим здесь как раз читающую девушку. И у каждого стоит фонарик, чтобы подсвечиваться, кстати. Мы видим здесь, кстати, интересный какой элемент. Здесь мы видим как раз, как будто бы, так, это две конфессии, то есть слева ислам, справа христианство, а посередине, не могу сказать, кто это, мы видим девочку, которая дарит, не знаю, цветы это или что это такое. Продолжаем нашу экскурсию. Вот у нас мы идем к флагштоку через вот эту территорию. Сверху мы видим, кстати, я сверху вижу обозначение иероглифов, какие это буквы, не знаю, это реально какие-то обозначения или нет. И дальше мы видим еще какие-то другие изображения. Это я, видимо, раскрываю тайны этой площади. То есть, если мы посмотрим, квадрат это H, сокол это M. Интересно, Осирис это А, видимо, да, вот это первая как раз птица. Не знаю, что это обозначает, для чего это сделано, я не знаю. Но интересно. Сейчас поднимемся, наверное, полностью к флагштоку. Интересно, что в архитектуре как раз Египта много вот завязано на различных обелисках, на каких-то таких вертикальных просто палках, давайте так их назовем. Или уж так, прямо сказать, фаллических символах. Вообще, вот еще есть проект Обелиса Капитали, о котором я уже немножко упоминал, который подразумевает строительство такого здания как раз вот в новой столице Египта. Какое-то еще здание. В новой столице Египта высотного небоскреба в 1 километр. Огромное здание в виде обелиска. Прям вот выглядит так же, как обелиск, прямоугольной такой формы, и сверху сводится таким не конусом, а таким пирамидкой. И в итоге на это строительство планируют начать в 2025 году. В 2025 году проект уже вроде бы есть. Очень хотелось бы побывать на презентации и на старте реализации этого проекта, потому что это вот, кажется очень интересным. Вопрос, получится ли, кому это будет нужно, это мы можем смотреть. Вот, смотрите, какая красота. Здесь вокруг у нас будут фонтаны и территория для зоны отдыха. И можно будет посидеть и понаблюдать за фонтанами, видимо, какими-то выступлениями. Скорее всего, здесь посередине будет такая большая круглая сцена. Итак, мы прошлись по площади флагштока. Посмотрели здесь все. Ничего пока не работает. Флаг снят. Поэтому поедем дальше смотреть. Мы заходим сейчас на как раз территорию самой большой мечети в Египте. Видите, здесь такая огромная лестница. Мы по ней сейчас поднимемся. Мы как раз до этого были вот на этой большой площади, которая вот здесь вот продолжается к этой мечети, вот там где-то флагшток. И мы сейчас как раз поднимемся, посмотрим эту мечеть. У нее огромное количество ступеней. Сейчас, может, даже сосчитаем. Я пока записываю, кнопочки нажимаю, сбился со счета. Но у меня есть помощник, вот рядом идет. Она, если что, скажет, сколько получится. А пока вот мы можем наблюдать как раз, как сзади что-то там отображается. На нас уже немножко косо поглядывают охранники. Так, сколько ступенек? 172 ступеньки. Сверху с мечети открывается очень красивый вид на весь город. Сама мечеть полностью функционирует и была открыта совместно с посещением президентом Таджикистана в 2021 году. Мечеть имеет множество входов и выходов, и даже лифты для того, чтобы подняться. Мы, конечно же, сделали несколько хороших фото.
Мы подошли наконец-то к такому самому примечательному району, который есть в новой столице Египта. И мы подойдем поближе посмотреть его. Там на строительную площадку нас не пускают, потому что там идут активные работы и можно повредиться. Там постоянно идут какие-то высотные работы. Поэтому, кто уже догадался, мы пришли на место, которое как раз будет выглядеть как Новый Дубай. Я бы это назвал скорее как Москва-Сити. Мы сейчас находимся прямо рядом с бизнес-дистрикт. Здесь основной массив работ уже завершен, и мы видим, что это похоже очень на Москва-Сити. Я бы не сказал, что это уже Дубай. Это мы посмотрим, что получится. Но на Москву-Сити очень походит. Здесь комплекс из, по-моему, там 12 или 14 зданий высотных. Венцом ее является как раз вот на экране, сейчас у нас, наверное, будет показываться, Iconic Tower. Как раз самое высокое здание в Африке. Основные владельцы его на данный момент времени – это китайцы, но там есть еще помещения, которые можно приобретать. И, честно говоря, я хочу в будущем там офис. Поэтому я очень присматриваюсь к этому моменту. Рядом здесь находится монорельсовая дорога, которая, монорельсовая дорога, она идет вдоль вот этой всей полосы, на которой мы находимся. Там есть станция метро как раз этого монорельсового. И ездят всякие грузовозы, работа кипит. Вот мы видим здесь бетонный как раз вот всякий, кстати, тут открытый люк. Даже это интересная история. В общем, работы кипят. Основная масса работы сделана, и, видимо, идет уже отделка территории, инфраструктуры, отделка внутренняя. Поэтому будем следить за этим комплексом, потому что буквально полгода назад, еще даже до Нового года, половины зданий, даже не половины, там трети этих зданий еще не было закончено по этажности. И они успели это сделать там за 6-9 месяцев. Что будет дальше? Тут уже прям интересно будет посмотреть. Ну что, друзья, на этом наша мини-экскурсия по новой столице Египта завершается. Но если вы хотите увидеть больше видео, приколов и того, что не вошло, то подписывайтесь на наш канал в Бусти. Там вы сможете увидеть различные материалы раньше, чем на YouTube, а также отдельные расширенные версии. Теперь перейдем к последней части. Посмотрим Нил поближе. Друзья, смотрите, мы пришли сейчас на верхнюю палубу, мы сидели, кушали, пили кофе, чай, который я выкладывал там немножечко в этот момент. Мы находимся сейчас на берегу Нила, то есть это последний наш день в Каире. Мы сегодня едем в туристический город, будем снимать там парочку отелей, и немножко попытаемся отдохнуть, если получится. А так вот вид на сам Нил, то есть прямо на берегу, крокодилов пока не видно, тут разные дебаркадеры и какие-то лодочки. То есть все достаточно красиво. Мы находимся прямо на территории рядом с Four Seasons. То есть это вообще кафе и ресторан относятся тоже к Four Seasons. Здесь есть Wi-Fi как раз от него. Вот этот отель. Тут недалеко находится также наше посольство российское. В общем, такая вот красота. Вот Лена уже присела себе на стульчик. Зарезервировала себе. Сейчас поснимаем. Кто-то говорит про Игры престолов и про трон как раз, который там, а я сижу на павлиньем троне. Мне это очень нравится. Ваня, отвечай, ты веришь в свое светлое будущее или нет? Я верю в наше светлое будущее. Все, я была. Мне нравится этот ответ.